Вы когда-нибудь задумывались, что у нас бананы-то не растут? И почти половина всех продуктов проплыли полмира, чтобы попасть к вам в рот. Манго, Бразилия, бананы, Эквадор, груша, Аргентина, кокос, Таиланд, виски, Ирландия. Эти продукты есть в России не потому, что у нас такое не растет, поэтому нам необходимо, чтобы кто-то привез нам ананас. Нет, не поэтому. Все супермаркеты мира типа Walmart, Tesco продают товары, привезенные из других частей света. При этом цены примерно одинаковые. То есть груша из Аргентины в России и груша из Аргентины в Ирландии будет стоить одинаково. Это называется глобализация. Но так было не всегда. 60 лет назад ничего такого не было. Решающим событием в глобализации можно считать одно гениальное изобретение. Ровно 60 лет назад произошла незаметная для всех революция, о которой вы даже не слышали. Сейчас вы узнаете, как один человек изменил все порты мира, зачем понадобились суда размером с небоскреб, кто такие современные пираты и почему самые опасные из них – сомалийские, и как это связано с тем, что люди на планете стали выглядеть одинаково. Для этого выпуска мы поехали в Ирландию и попытались попасть в самый крупный ирландский порт. Нас не пускали, до последнего не оставалось никакой надежды. Но... Йоп, Ян, я нахожусь в самом крупном порту Ирландии. Отсюда доставляют товары во все точки мира. Но еще совсем недавно, в первой половине 20 века, доставка по миру была проблемой. Товары грузились в мешки, ящики и бочки. Все это вручную перекладывалось, перекатывалось и поднималось на грузовое судно. Медленно, дорого и опасно для груза. Это легко было повредить или украсть. Но больше проблема было то, что суда находились в море только половину времени, а остальную половину они стояли в порту и не приносили денег. Это еще и одна из главных причин, почему все заморское стоило гораздо дороже. А все изменил один человек в 1956 году. Благодаря ему у нас есть теперь телефоны, пауэрбэнки, свежие овощи, фрукты, продукты и напитки со всех точек мира. А понадобилось одно простое изобретение, которое изменило мир. Вот эти железные ящики. Итак, представьте, 30-е годы. Подходит к концу Великая депрессия. Малком Маклин, водитель грузовика, сутки ждет своей очереди в порту, наблюдая за работой грузчиков. Ему в голову приходит простая мысль, что если грузовик поднять на судно целиком, не разгружая отдельные ящики. Только трейлер с грузом, без кабины и колес. И не один, а десятки, сотни трейлеров. Ему потребовалось 20 лет, чтобы накопить денег, изложить все свое имущество и купить танкер времен Второй мировой войны. Вот он, Ideal X. На нем он и протестировал свою идею. И в 1956 году произошло событие, определившее мировую глобализацию. Судно с 58 контейнерами на борту отправилось из Ньюарка в Хьюстон. По прибытии контейнеры были перегружены на грузовики и доставлены получателю. Если раньше погрузка 1 тонны груза стоила $6, то теперь она стала стоить 16 центов. Экономия в 37 раз. Профсоюзы, конечно, были в ярости. Сотни лет грузчики зарабатывали честные деньги за свои мозоли, а теперь их просто заменили какие-то краны и контейнеры. Представьте стройку, на которой рабочие поднимают по одному кирпичику на 10-й этаж, а потом строят грузовой лифт и поднимают сразу сотню кирпичей, а рабочих увольняют. Ни один другой вид транспорта не позволял доставить так быстро и дешево что-нибудь из точки А в точку Б. Стало понятно, что за контейнерами будущее. Осталось выбрать только один для всех стандарт. Им стал 20-футовый контейнер. В таком поместится 2 машины, 168 шин от них, 200 матрасов, 400 LCD-телевизоров, 4000 коробок с найками, почти 10 тысяч бутылок вина и 500 000 яиц. Каждый порт мира забит контейнерами Evergreen и Maersk. Есть еще специальные контейнеры для насыпных грузов с шлюзом в нижней части и для жидкости и газов в виде цистерны. А в таких рефрижераторных нам привозят фрукты из дальних стран. На судах для них есть специальные розетки. Но сами по себе металлические ящики на больших кораблях не могли изменить экономику. Ее изменила интермодальность.
Интермодальность? Что, блядь? Это идея, на которой строится вся логистика перевозок. Как только груз прибывает в порт, его снимают краном и сразу же ставят на поезд или грузовик, не распаковывая и не разгружая. Во всем мире одни и те же стандартные крепления. Как на кубиках лего: поставил, закрепил, отвез. Прокрутите эти видео задом наперед, и вы получите наоборот погрузку на судно. Контейнеры подвозят к порту, складывают друг на друга как конструктор, трюм закрывают крышкой и загружают контейнерами палубу. Работа крановщика похожа на симулятор с крутой графикой. Завод, поезд, судно, трейлер, магазин. Все. Таким образом, от этого мы пришли к этому. Это принесло индустрии столько же, сколько переход от парусных лодок к стальным пароходам. И все благодаря Малкому Маклину. В день его похорон контейнеровозы по всему миру дали протяжной гудок, отдавая дань уважения своему отцу. Отныне доставляют не автомобили, бананы или бутылки. Доставляют контейнеры. Что внутри, не важно. Задача сводится к одному – доставить контейнер из точки А в точку Б максимально быстро. Глобализация началась, и размеры судов стали расти с сумасшедшей скоростью. За 60 лет их вместимость увеличилась в 200 раз. Так, мы пришли вот к этому гиганту. OOCL Гонконг, почти 400 метров в длину. 400 метров. Если его поставить вертикально, он будет выше небоскребов Москва-Сити. Один его двигатель размером с 5-этажный дом. Как думаете, сколько он сможет перевезти контейнеров? 300? 500? 1000? 21 413 контейнеров. И каждый весит как танк. Чтобы разгрузить и везти это добро на земле, потребуется 50 поездов длиной 2,5 километра или 10 тысяч грузовиков. 21 413 контейнеров? Чтобы не сделать еще больше, почему бы не 40 тысяч? Что вообще ограничивает их размеры? Чтобы это выяснить, давайте взглянем на карту. Тысячи машин находятся в море прямо сейчас. Даже если убрать очертания континентов, мы все равно их увидим. Настолько плотный трафик. Сразу видно, где Шанхай и Гонконг. Это центры контейнерного мира. Но нас интересуют самые узкие места, через которые пробираются суда. Это Панамский канал, соединяющий две Америки, Малакский пролив в Индонезии, самый важный в Азии, и Суэцкий канал – главная транспортная артерия планеты и кратчайший путь из Европы в Азию. Это своего рода бутылочные горлышки, через которые приходится пробираться судну, если транспортная компания хочет сэкономить. Если контейнеровоз будет шире 77 метров, он не влезет в Суэцкий канал, и ему придется делать длинный крюк вокруг Африки. А если он погрузится глубже, чем на 20 метров, оно сядет на мель в Малакском проливе. А сейчас вопрос, который больше всего меня удивил. Сколько, как вы думаете, нужно человек, чтобы перевезти 21 тысячу контейнеров? 200. 300. Да? 1000. Около того. 20 человек. 25 максимум. Это капитан, первые, вторые и третьи помощники, мотористы, рулевые, техники и кок с помощником. Хитрость в том, что каждого из них можно в случае болезни или гибели заменить другим. Из всей команды только капитан и его помощники знают, что они везут, но знают только по документам. Документам с весом и содержимым контейнеров. Поэтому большая часть наркотиков, мигрантов и оружия переводится именно морем, в контейнерах. Вот 2 тонны кокаина в бразильском порту, 400 дробовиков для Нигерии и 80 человек, которые прятались в нескольких контейнерах. Команде в 20 человек все равно, что внутри каждого контейнера. Для них важно их довести. Но чтобы это сделать, нужно сдвинуть сотни тысяч тонн с места. Завести такой корабль — это как пробудить дракона после зимней спячки. Запускаем генераторы, которые будут питать судно. Включаем подачу сжатого воздуха, который даст толчок валу двигателя. Выводим двигатель на рабочие обороты. Регулируем подачу масла и топлива. Следим за показаниями. Весь процесс может занять час. Но если судно долго стояло в порту и двигатель успел остыть, то на прогрев тонн металла может уйти весь день. Дальше судно вытаскивают из порта буксиры. Команда выстраивает курс и дает полный вперед и может на время отдохнуть. До тех пор, пока не начинается шторм. Сильнейшие ветра над морем создают волны высотой до 30 метров. Чтобы не перевернуться, судно пробивает их носом, но при этом само страшно изгибается. Посмотрите, как это выглядит.
Особенно опасны короткие, но высокие волны, которые бьют прямо в мостик, выводя из строя электронику. Эти волны могут сломать длинное судно пополам. Экипаж закупоривает все двери и иллюминаторы, чтобы их не смыло в море, а вот контейнерам снаружи везет меньше. Иногда они выпадают в океаны. Так, в 1992 году по всему мировому океану плавали резиновые удочки, контейнеры с которыми упали в воду. Но штормы не единственная опасность. Проплывая мимо Восточной Африки, Центральной Америки или Индонезии, легко нарваться на пиратов. Сегодня это непрожженные морские волки на парусниках. Пиратство — это бизнес. Этим ребятам из Сомали терять уже нечего. Они пользуются удобным для пиратства расположением своей страны, захватывая танкеры и пассажирские суда, потому что те проплывают прямо у них под нос. А они ведут себя как разбойники, контролирующие это ущелье. У капитана есть установка — беречь людей и не оказывать сопротивления. Вместо этого нанимают 4 человека охраны. Этого хватит, чтобы отбить атаку пиратов на надувной лодке. В самых опасных зонах периодически дежурят корветы и фрегаты России и США. А с этими парнями лучше не шутить. Но это экстремальные ситуации. 95% груза по всему миру доставляет вот так. Это самый дешевый способ. Давайте проверим прямо сейчас. Допустим, мы везем электронику из Гонконга в Санкт-Петербург. За 3000 баксов самолетом можно перевезти 250 килограмм. А по морю в контейнерах за те же деньги целых 25 тонн. Но мы решили посмотреть на процесс доставки своими глазами. Я в самом большом порту Ирландии. Эти огромные металлические ящики не только определили, что мы едим и пьем, но и изменили облик портов. Так, порт Дублина выглядел всего 100 лет назад. А вот так он выглядит сегодня. Мы не случайно выбрали именно этот порт. Из него доставляется по миру определенный товар. Любимый виски Бродского — Джеймесон. Здесь почти половина контейнеров с ним внутри. Все потому, что у этого бренда по миру только один завод. Он находится на юге Ирландии, в графстве Корк. И представьте, здесь, вот в маленькой точке делают виски для всей планеты. В этих кубах по технологии тройной дистилляции, то есть прогона из одного куба в другой, производят миллионы литров спирта в год. За несколько лет в дубовых бочках он превращается в виски. Его разливают по бутылкам и везут в порт Дублина, откуда он плывет в контейнерах в бары и магазины по всему миру. И цена везде будет примерно одинаковая. Давайте сравним цены. В России бутылка Джеймесон стоит 2414 рублей. А вот теперь в Ирландии, да? Посмотрим. 30 евро с половинкой. Это ровно столько, сколько у нас, но плюс-минус. Благодаря морской доставке наследие этой страны стало доступно всем. Представьте, мы у себя в стране можем почувствовать вкус, которым ирландцы наслаждаются уже больше 200 лет. Глобализация стерла границы. Доступность товаров сильно повлияла на мировую культуру. Вот Urban Outfitters оффлайн, у нас он онлайн. Все вещи и одежду, что вы заказываете в интернете, доставляют в контейнер. Поэтому по всему миру мы видим одинаковые сообщества в одинаковой одежде и с похожими культурными взглядами. Смотрите, это обычный ирландский парень, Кайл. А вот русские пацаны на досках. Влад, Андрей. А вот your name? Джей. Вот Джей. Очень сильно похож на меня. А вот девчонки из Ирландии, Лиан и Клара. А вот Соня, Настя, русские девчонки. Стиль одежды такой же. Они пользуются одним и тем же компьютером, слушают одну и ту же музыку, пользуются одинаковыми магазинами и телефонами. Скорее всего, им будет что обсудить вместе. Почему? Да потому что доступность и цена на массовые товары по всей планете одинаковая. Если раньше морем доставляли редкий шелк или кофе, то сегодня на место Великого Шелкового пути пришли магистральные линии контейнеровозов. Континенты связаны. Компания производит товары там, где это получается лучше всего, и мы получаем их, где бы мы ни находились. Неизменным остается только одно. Люди, которые уверены, что все отечественное гораздо качественнее и стоит дешевле, потому что везти никуда не нужно. Нет, это не так. Просто все стоит в мире уже одинаково. Глобализация началась с одной простой идеи. Идеи использовать один металлический ящик на всей поверхности планеты. Вот так простой металлический ящик изменил мир. Сегодня нам доступен опыт всех стран. Традиции, возможности, развлечения, товары. Мир превратился в огромный супермаркет. Подумайте об этом, когда будете читать страну производителей на этикетке в следующий раз. И как обычно,
прокачивай свои мозги. Пока. Ребят, с этим выпуском мы собрали гораздо больше информации, чем уместили, и поэтому мы ее будем выгружать в наш телеграм-канал и в нашу группу. Нас подолгу нет, мы подолгу отсутствуем, но там мы есть почти каждый день. Заходите, обязательно, ссылки в описании. Там сейчас интересно будет, несколько постов, очень интересно. И обязательно зацените вот этот влог. Горжусь им, смешно, красиво, круто смонтировано.